Добрый день. Снимала видео, воск вылила. Но так получилось, что не сработало. Ну вот он, видите, воск вот вылила я. С вами Вивьена, и у нас сегодня, ну, конечно, о нем, любимом. Плакал ли он о вас? Его чувства. Посмотрите, какая у него пробоина. Пока воск застывает, посмотрите. У него в чакрах пробоина. Пробоина на сердечной чакре и на высказывание мыслей. Да, вот такой у нас мужичок-то с ноготок. Ну, а мы сейчас пока будем смотреть. Пока застывает, будем смотреть на картах. Кому надо лично, вот мои контакты. Еще идет запись уже после 6 числа на рождественские акции, на рождественские предсказания. Пожалуйста, записывайтесь, пишите в WhatsApp. И так и пишите. Хочу записаться на рождественские гадания. Так, а мы смотрим. Думайте о своем человеке. Да у меня тут кошки ведь, знаете, у меня кошки. Кохи, думайте о своем человеке. Я пока это отставлю. И будем смотреть. Какой он, что у него. Сейчас просто посмотрим. Вот он выпал прям сам, прям первый. Выпал сам, человек эгоистичный, думает о себе, о своих благостях, о своих удовольствиях. У каждого это будет проигрываться по-разному, потому что характеры у людей разные. Еще раз покажу. Контактный номер, плюс потом все цифры. Пишите в Viber, WhatsApp, Telegram. Также заходите в группу в Telegram, мы там общаемся. Я вам там даю много практик. И как вообще жить в этом мире и сделать свою жизнь уютной и счастливой, а не в страданиях и в мучениях. Какой он? Ну, он или сейчас где-то, может быть, далеко, или куда-то собирается, намыливается. У него такое вот состояние изменить все, поехать куда-нибудь. Или наоборот, человек хочет приехать. То есть движение. Так, что у него? Ну, знаете, очень странно, но у него идет это движение, и оно рядом, а рядом ходит смерть. Или рядом идут какие-то перемены, которые он никак не может воспринять. Ну, на самом деле, да, мы уже переходим в Новый год. Вот этот Новый год кроликов или котов, как там хотят называть восточные. А мы просто смотрим, они начнутся позже. А мы смотрим, который год по мировому календарю, который начнется с 31 в ночь на 1 января. А у него что-то такое, что у него сейчас... Он хочет подарков от жизни. Знаете, он так Ой, слово нехорошее. Он так устал. Устал. Он хочет каких-то подарков, сюрпризов. Ну, ждет какие-то документы или какие-то сообщения, письма. Как-то ему нехорошо. Знаете, вот вроде бы как та-та-та, тра-та-та, тра-та-та-та-та, а у него на душе пустота. Вот как будто у него камень на шее, а он в море, и не может он выплыть. Он пытается, и никак. Потому что он заключил какие-то контракты, может быть, с черными, может быть, действительно просто обычные контракты и договора наши земные, с кем угодно. Заключил. И эти контракты его тянут вниз. Что с ним? Он хочет вырваться на свободу, он хочет как-то закричать, вырваться на свободу. Он хочет движения, хочет движения, хочет жизни. А колоду перевернулась. Ну, в конце колоды крест. Вот так вот. Мы будем смотреть,
Вот такое его состояние не очень хорошее, на что он надеется. Вот тут у него вот четко перекрыто. Видите, прям пробоина идет. Негатив есть. Негатив есть еще по проклятиям на этом человеке. Какая-то тетенька, так вот, упитанная, может быть, прям восклицала. Ой-ой-ой, карта. Прям восклицала. Комплекции точно не могу сказать, но женщина прям руки поднимала и говорила нехорошие вещи. Ну, а мы смотрим, плакал ли он о вас, что у него за чувство вот сейчас, думал ли он там. Стандартно, но, знаете, могу сказать, что этот человек борется все время с какими-то ветряными мельницами. Сейчас мы будем смотреть на отливку. Отливка всегда точно скажет. Он желает, как и вначале показалось, все начать сначала, а у начала только мочало. Да, он хотел бы, знаете, у него есть на душе какая-то женщина. Возможно, это вы, потому что вы смотрите. И эту женщину он хотел бы в охапку схватить и с ней убежать. Ему во сне снится голос этой женщины, как она или поет, или просто щебечет, произносит. И знаете, кому-то он из друзей или просто какому-то мужчине он об этом рассказал. Может быть, даже и чужому мужчине, который никогда никому не расскажет, потому что нету общих знакомых. Да, и вот видите, опять я вся смотрю, как бы перевертываем колоду. Вот эта женщина, она здесь. Ну, теперь будем смотреть. Так, ходила, хотела взять. Хотела взять. Вот так вот у нас. Взять лупу. Ну, вот такая отливка. Вы тоже пишите, что вы видите, потому что, когда мы смотрим отливки, еще что-то, и на цинке, и на воске, когда просто отливаем свечой, каждому видится то, чего ему дает Творец увидеть. Ну, а если люди злые, то им дает увидеть темные силы. Посмотрите, да, у человека есть негатив. Очень много здесь, вот видите, таких вот пупыростостей. Не гладко получилось. Ну и плюс вот тут вот чакра одна закрыта. Что он идет? Плакал ли он? Знаете, он плачет о вас, как о царевне лягушки. Вот она, лягушка, вышла. Может, ему что-то делали с лягушками. Прям вот несколько лягушек маленьких. Знаете, вообще прям вот тут весь день, и тут вот еще лягушка. Он о вас вспоминает, как о царевне лягушки. Но такое ощущение, что человеку что-то делали. Вот такие вот вещи на вот таких вот лягушках или жабах. Ну, жабы и лягушки разные существа, но мы их видим как бы единое. Что, плакал ли он о вас? Знаете, у него сейчас идет такое. Сейчас мы посмотрим, и у вас ли. Мы смотрим на него. И идет золотая рыбка, исполнение желаний. Или, как в аквариумах бывают такие гуппи. Красивая рыбка. И идет она на раскрытие. На раскрытие чего? Тут как будто он хочет вот закрыт выход, чтобы хочет выплыть. И вот между камнями застрял никак. И идет. Плакал ли он о вас? Да. Человек о вас думает. Вы для него действительно... Он вспоминает вашу улыбку. Когда вспоминает улыбку, плачет он, знаете, больше во сне. Ему снится что-то про вас. Ну, около него есть какие-то крючки. Знаете, нужно опасаться ему этих крючков. Потому что он хочет что-то сделать, а эти крючки как бы тянут его вниз. Человеку сделали что-то, чтобы у него что-то было в интимной сфере не очень. Так. Еще идет, что о нем думает какая-то женщина. Может быть, мама, может быть, кто-то еще. Может быть, те, которая уже ушла, и она просто молится за него. За него кто-то молится. Плачет он ли о вас, его чувства? Да, он о вас думает. Но вот видите, здесь негатив. Тут есть негатив, ходили к какому-то старцу, спрашивали про его жизнь. И, знаете, сделали какую-то программу.
И это мешает почему-то, мешает ему. Сейчас мы еще на картах посмотрим. Но то, что человек о вас думает, то, что на человеке есть какой-то негатив, это может быть магия. У кого-то это не магия, а просто страхи. Он как, вот знаете, как будто на нем канаты. И он этими канатами весь опутанный. Вот рядом тоже, это не собака, это... Нет, это все-таки собака. Кто-то есть человек, который о нем думает. Знаете, есть где-то далеко кто-то, вот как чедра или такой восточный головной убор. И женщина как... Или просто так вот одета, и вот волосы, как... И женщина об этом думает. Думает как о друге. И он, когда он это вспоминает, он плачет. Ну, плачет, может быть, и в таком смысле, и в переносном смысле. Чувства. Но у него очень много на данный момент негатива. Очень много людей, которые мешают ему. И он сам мешает себе. Знаете, мешает он себе в том, что какие-то женщины, какие-то склоки, какие-то все время притирки, перетерки. Вот что-то такое. Сейчас он весь на нервах. И он не может никак и вот эти вот путы, вот эти цепи или канаты с себя снять. Здесь обязательно человека надо чистить, кому надо на чистки самим обращаться или своих партнеров чистить, друзей, мужей, детей. Пожалуйста, обращайтесь. Ну, давайте теперь посмотрим, какие у него чувства. Знаете, человек очень эгоистичный. И у него все чувства такие, что как бы получить себе побольше. И если даже у него есть чувство к вам, но вы должны ему беспрекословно подчиняться. Вы его звезда, и как он хочет, так со звездой и обращается. Какие у него чувства, что он думал? Если вы в расставании или, может быть, на грани развода или разводились, у него прям вот бесится, что-то такое хочет забрать и плакал, плачет. Что-то, вот знаете, как будто хочет забрать. Да, и видите, что здесь идет? Человек и думает о вас, но в то же время у него сегодня он плачет и вспоминает, что он потерял что-то такое или вот что такое есть. А завтра он просто от злобы, вот такой очень тяжелый характер. Да, мстительный. Человек, если его обидели, он будет мстить. Но он, знаете как... Вот он позлится, а потом думает, ну, жизнь сама там разберется, пусть сама разберется. Если она хочет, то пусть принимает меня таким, не то, что как есть, а я буду приказывать, а моя служанка должна исполнить. Вот такой у него. Да, у него любовь вот такая, ты обязан мне подчиняться. Ты обязана. И вот только тогда вот у него тандем. Плачет, потому что он потерял или теряет. Вот вы уже не хотите так подчиняться, он уже теряет что-то. Вот то ли вы сказали, да я так больше не могу. Должна быть гармония, не равноправие, а гармония, права какие-то описаны. А не так, что я должна делать то, чего ты только хочешь. Ну, потому что здесь у него еще есть то, что плачет, да. Потому что этим человеком руководит кто-то, еще и другой, какая-то бабенца. Ну, а теперь вот мы посмотрели такой расклад. Мы давайте посмотрим, а что этого человека вообще ждет. Плакал он, да, он плакал. То, что чувство у него есть, но у него понятие о любви собственническое. Я султан, а ты моя наложница. Что сказал, то и будет. Ну и что будет, например, у него уже в следующем году? Ну, опять будет. Он очень любит женщин, то есть у него, им руководит не мозг, а то, что между ногами. Чаще всего это так. Для него это очень важный элемент в его теле. Да. И потому руководит, то, что он какой-то мальчик недолюбленный. Мальчик с голыми коленками. Пишите в комментариях. Принимаю, приобретаю. Думаю о жизни. Думаю о счастье. Исполняю. Да будет так. И в Телеграм вас жду. Ссылки все в описании. Пока-пока.